Процессор MediaTek Dimensity 7050, оперативная память 16 ГБ типа LPDDR5, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ, расширение ПЗУ до 2 ТБ, поддержка Wi-Fi 6 серии, 5G сетей и ниже, IPS-экран с яркостью в 480 нит, частота обновления экрана до 120 Гц, аккумулятор емкостью в 22 тысячи мАч, время автономной работы до 1540 часов в режиме ожидания, поддержка быстрой зарядки до 33 Вт, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смартфону Doogee VMAX Plus. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется этот смартфон в ярко-желтой упаковке. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, за что плюс. Слот в данной модели под одну сим-карту и карту памяти до 2 терабайт или под 2 сим-карты, гибридный. Далее можно обнаружить блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, краткое руководство пользователя и дополнительную защитную пленку. Габариты смартфона следующие: 178 на 83 на 28,8 мм, а вес 544 грамма, что немало. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в телеге и оставить любой комментарий больше 5 слов, осмысленный. И вы автоматически в розыгрыше. Еще не забудьте подписаться на телегу скидок. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме присутствовать не обязательно. Перейдем же к защищенному смартфону. Приобрести данную модель можно в черной или черно-серой расцветке. Дизайн неплохой, как по мне, слишком много лишних деталей на корпусе. А так все нормально. Тыльная часть выполнена из пластика, боковые рамки из металла, а верх и низ имеют прорезиненную поверхность с усиленными углами. Качество материалов неплохое, да и собран смартфон хорошо. Из интересного VMAX Plus имеет вставки с подсветкой и поддержкой 3 цветов: красный, зеленый и синий. Выполняет она функцию индикатора, а также рядом с фронтальной камерой находится небольшой индикатор уведомлений. Но корпус данной модели марки и сам смартфон тяжелый из-за такого объемного аккумулятора. В руке лежит он удобно, но пользоваться им на протяжении долгого времени затруднительно. На корпусе все стандартно. Есть кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, место для крепления шнурка и программируемая клавиша с поддержкой до 3 команд. Настроить команды можно в настройках на смартфоне. Далее есть микрофоны, стереодинамики и USB Type-C OTG версии 2.0. Мини-джека на 3,5 мм нет, за что отдельный минус. Качество звука лично мне не особо понравилось, как по мне, учитывая габариты, можно было бы установить более качественные динамики. Плюс нет никакой настройки звучания, как и нет настройки вибромотора. К слову, он довольно слабенький для подобного веса и габаритов. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Рамки, как и подбородок, громадные, плюс вырез под фронтальную камеру каплевидный. Плотность пикселей хорошая, 401 ppi, соотношение сторон 20 к 9. Контрастность 1500 к 1, а защита установлена Corning Gorilla Glass Victus. Яркость 480 нит, по моим замерам на 100% яркости экран выдает 390 люксов. Яркости, прямо скажем, маловато. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, также можно выбрать 90 и 60 Гц. Экран откликается только на 8 касаний одновременно, и то с трудом. То есть 10 касаний здесь нет. Разблокировать экран при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лица стандартными способами можно. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо в целом, как и распознавание лица, тоже неплохо. Отпечаток одного и того же пальца внести можно, что нехорошо, а максимум можно завести до 5 отпечатков пальцев. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров, 8 ядрами и максимальной частотой 2,6 ГГц. Графический процессор ARM Mali G68MC4, оперативная память на 16 ГБ LPDDR5, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ. Интерфейс Android 14 версии, русский язык на борту, система работает хорошо, сильных подтормаживаний я не встречал. FM-радио работает только с гарнитурой. В меню также есть стандартно полезное приложение под названием «Инструменты», а в настройках можно найти Android Auto, NFC, меню специальных возможностей, безопасность и экстренные случаи, персонализация интерфейса, умная кнопка и так далее. По связи имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было. Bluetooth версии 5.2, из навигации на борту GPS, GLONASS,
с Galileo и Beidou. Емкость аккумулятора 22 тысячи мАч. В PC-марке Smart выдал, внимание, на 120 Гц и 100% яркости 30 часов 26 минут. Smart поддерживает быструю проводную зарядку до 33 Вт, полный цикл зарядки по кабелю занимает в среднем 6 часов 35 минут. Использовать VMAX Plus как Powerbank можно только в крайнем случае, так как эффективно эту зарядку не назовешь вообще никак. За 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi уходит не больше, чем 2%, иногда 1%. За час игры в PUBG New State улетает 12%. Играть возможно, яркость не сбрасывает, что хорошо, но, разумеется, это не игровой смартфон. Он неудобный для игр, ко всему сенсорный отклик плохой. Перейдем же к тестам. В CPU Throttling тесте смартфон на 100 потоках при 30 минутах выдал 262 гипса максимально, 222 гипса в среднем и 202 гипса минимум. В Geekbench 6 в сингл-коре 952, в мультикоре 2130, в GPU-скоре 2228, в Antutu выдал результат в 474 200 попугаев, что, кстати, неплохо. Storage тест показал 57 тысяч, 3D Mark Slingshot 5269, Slingshot Extreme 37, Wildlife Stress Test 2313, Wildlife 2281, Wildlife Extreme Stress Test 636 и Wildlife Extreme 634. Летим дальше. Дуги VMAX Plus имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. Как и все смартфоны подобного форм-фактора с подобной защитой, я решил протестировать VMAX Plus на водонепроницаемость и защиту от падения, а точнее на прочность. После утопления под заглушкой воды не оказалось, да и сам смартфон от воды не пострадал. Далее я несколько раз бросал смартфон на асфальт с высоты около 1,5 метров, на корпусе появились незначительные царапины, экран целый и хорошо, что он слегка углублен. Переходим к камерам. Основной сенсор на 200 мегапикселей, AI Ultra Clean Main камера с апертурой 1.95, углом обзора 85 градусов и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Камера ночного видения на 20 мегапикселей от Sony с апертурой 1.8 и сверхширокоугольный сенсор на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 125 градусов. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселей и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 FPS. В стоке есть цифровая стабилизация, вспомогательные функции, различные режимы для фото и видеосъемки, ночной режим, 2-мегапиксельный режим, режим боке, монохром, макро, портрет, про режим, панорама, режим красоты и замедления. Камера ночного видения показала себя не с лучшей стороны только из-за автоматической фокусировки, которая работает очень плохо, да и ручная фокусировка в этом режиме не хочет работать нормально. Цифровая стабилизация практически не стабилизирует картинку, качество видеосъемки оставляет желать лучшего. Я ожидал чего-то большего, но в плане фото все довольно неплохо. Короткие примеры видеосъемки вы уже видели, а примеры фото вы сейчас увидите. Минусы. Экрану не хватает яркости, нет мини-джека, качество видеосъемки, звучание могло бы быть и лучше, и огромный вес. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Защищенный Powerbank смартфон Dugi VMAX Plus, несмотря на подобное железо, в использовании практически ничем не отличается от моделей других производителей на более старом железе. Если вам нужен смартфон для длительных походов, то на лютых скидках, в принципе, можно его и рассматривать. От меня девайсу максимально скромная, да, только в период сейла. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал с колоколом.